Всем привет! На обзоре новинки бренда Beside. Модель S11 со встроенным литий-ионным аккумулятором и точно такая модель S10, только на элементах питания стандарта 3A. Комплектации руководства пользователя на английском и китайском языке. Мягкие провода. Выглядит очень красиво. Это, наверное, самый красивый мультиметр. Дизайн создан похожий на смартфон. Снизу расположены гнезда шипов. Сбоку 3 кнопки управления. И 4-я кнопка – кнопка включения. Продуманный отсек для элементов питания. Одиннадцатая модель поставляется в более яркой упаковке. Еще комплектуется высококачественным чехлом для хранения и переноски. Шипы все то же самое. Современный провод для зарядки стандарта USB Type-C. Также руководство пользователя. Еще один бонус 11 модели завода идет защитный мягкий чехол. Еще одно отличие 11 модели: снизу гнездо USB Type-C, фонарики абсолютно одинаковые, функционал приборов также абсолютно одинаковый, есть индикация температуры с помощью встроенного термодатчика, при зарядке загорается красный светодиод. Первое включение прибора. Смотрим, как измеряет постоянное напряжение с лабораторного блока питания. Измерение элементов питания с напряжением 9 вольт. Измеряя переменное напряжение бытовой сети, видим значок опасного высокого напряжения. Также одновременная индикация частоты 50 Гц. Ну и собственно само напряжение. Все сразу и максимально информативно. Прибор поддерживает напряжение максимум до 600 вольт. Громкий и ясный отклик. Более низкая скорость отклика за счет применения автоматического подбора режимов измерения. Пробуем измерить резистор на 47 Ом. И, как видим, отличный результат. В режиме теста диодов смотрим напряжение на шипах, и оно достаточно высокое. И это очень хорошо. Видим проседание. Светодиоды на лампочке. Также видим проседание напряжения. Все отлично.
Разноцветные светодиоды все так же отлично зажигает. Функция NCV работает отлично. Прибор спокойно смог обнаружить даже постоянное напряжение в 2 вольта. Высокое напряжение также идет отличная индикация, чувствительность на разном расстоянии. И еще одна функция Live – обнаружение фазы и нулевого провода. Может находить фазу. Еще одна функция измерения частоты и процентного соотношения. Как видим, под разные формы сигнала меняется соответственно значение. Посмотрим, какую максимум частоту может измерить прибор. — 200 Гц есть. 600 отлично. А вот дальше уже идет ошибки. Как видим, прибор может измерять до 600 Гц частоты. Пробуем измерить емкость конденсаторов. И, как видим, нормальное соответствие значения. Желтый также неплохо. Нанофарады измеряют очень быстро. Пикофарады тоже быстро и точные показания. Теперь включаем вторую модель. Дисплеи на этих мультиметрах очень высокого качества. Видим отличные углы обзора. На этом приборе тоже начнем измерение с элементов питания 9 вольт. Быстрое измерение. Измерение постоянного напряжения с лабораторного блока питания. Переменка измеряется все так же информативно. Одинаковая прозвонка. Смотрим измерение резистора на 47 Ом. В режиме теста диодов тут тоже большое напряжение на шупах. Это хорошо. Отлично зажигает. Есть проседание напряжения. Разноцветные светодиоды. Здесь их тоже все отлично зажигает. NCV, так называемый тест скрытой проводки. Все отлично.
но и функция обнаружения фазы. В режиме частоты и процентного соотношения одинаково измеряет до 600 Гц. И в режиме измерения конденсаторов также видим аналогичный результат. Отличная скорость измерения нанофарадов. Пикофарады также достаточно быстро. Фонарики неплохие. Неплохой результат в темноте. Небольшое тестирование. Пробуем, с какого напряжения прибор будет работать. 2 вольта мало. 2,3 вольта. Пытается. 2,4 вольта нормально включается, но, как видим, горит индикатор низкого заряда. С напряжением в 3 вольта видим достаточно большой ток потребления, это 92 мА тока. А когда прибор переходит в режим энергосбережения, то ток потребления падает до 35 мА. Еще один такой тест. Потребление тока в выключенном состоянии. Смотрим все нули, но в режиме микроамперов, как видим, есть очень мизерные токи, менее 1 микроампера. Все равно очень хороший результат. Образно сравним два модели ZTY. Почти одинаковый размер, за исключением толщины. А вот Smart Multimeter, он еще компактнее. Модель ZT102 также значительно меньше по размерам. Не знаю, как вам, но мне больше всего понравился модель S11. Всем спасибо за просмотр.